Слава Украине, привет всем от Полонского. Тут победобесие на носу. И Фицо таки засобирался на Москву. Значит, я думаю, что парниша отвалили столько денег. И такое посулили в разговорах по телефону, что он резко передумал на Москву не ехать. Значит, выступил с нападками на Зеленского. И, знаете, так льстиво, так подленько. И я поеду все равно на Москву. Я поеду к Путину, целовать Путина в попу. Ну, это подразумевается, да. Мерзкое зрелище у этого Фицо. И мерзкий праздник. Мерзкий праздник, и вот почему. Я уже молчу за то, что Советский Союз первые два года воевал в одном окопе с фашистской Германией, только потом уже одна крыса напала на другую, да. Нет, речь не об этом вообще пойдет. Смотрите, ведь одним из постулатов победобесия является отношение, так сказать, к ветеранам, к тем самым, как они любят говорят, деды воевали, да. Вот, к дедовоевалам. А какое же оно было, вот это отношение к дедовоевалам, это отдельная, ребята, песня. И она показывает весь цинизм, всю низость и мерзость Советского Союза и России. Ну, во-первых, начнем с того, что, по-моему, там до 1965 года, до Хрущева, не проводились парады, потому что советские, на тот момент советские власти знали, что праздновать абсолютно нечего. Сколько там, 40 миллионов трупов, никто же не знает сколько. Повода для праздника нет от слова вообще. Это один момент. Но тут же еще один нюанс есть. Это состояние этих ветеранов настоящих и то, как все это проходило. И тут, знаете, вспоминается, мне напомнили фильм Гайдая, если вы помните, операция «И». Да, новое приключение, какие-то приключения Шурика. Все помните, Демьяненко, но вице Никулин Моргунов. Да? Моргунова помните? Угу. Инвалид с мотоколяской, да? Вот. И вот этот инвалид с мотоколяской, если вы помните, тогда пришел в таком жупане красивом и в сапогах. Если кто не помнит, как это выглядело, внизу в описании к данному ролику есть ссылочка, можете освежить память, посмотреть. Очень интересно, он пришел в сапогах, очень красивых. А почему я на них внимание ваше концентрирую? Все довольно просто. Во время войны мародерство, оно начинается с малого, а потом заканчивается какими-то немыслимыми масштабами, да? С чего начиналось, вроде мелочь, но с чего начиналось мародерство в советской армии? Вы же прекрасно помните, что в СССР грузовиков или практически не было, а то, что было, это был мусор, а не грузовики. И все, что перевозила советская армия, перевозилось на американских студебекерах. Значит, но по своей наивности, или я не знаю, да, скорее всего, по своей наивности американцы передавали эти грузовики вместе с сапогами специальными для водителей этих самых грузовиков. Красивые, хорошие сапоги на меху, которые предназначались для водителей этих грузовиков, потому что люди, ей-богу, часами находились в морозную погоду на улице, эти грузовики черти как отапливались, надо было постоянно выходить, что-то разгружать, загружать и так далее. Ну, мягко говоря, некомфортные условия. И с этими грузовиками шли вот эти самые сапоги. Американцы по наивности думали, что их будут носить водители этих студебекеров, да. Но надо же понимать, куда они это все отправляли. Они это отправляли в мародерский СССР, где, как говорится, воровалось все, что только можно. И вот эти самые сапоги, белые такие, белые с коричневым, ну реально красивые. Даже сегодня, вот по сегодняшним меркам посмотришь, ну классные сапоги. Ни одному из водителей этих грузовиков, конечно же, не достались, ни при каких обстоятельствах. Их сразу же отмародерили офицеры себе. И это был, знаете, вот даже часто очень видели генералов, полковников советской, красной тогда, армии, которые щеголяют в этих сапогах. То есть они их сразу позабирали, вот, а водители как ходили там в кирзаках, чи босиком, чи в анучах, этих портянках, в дерьме каком-то, так они в этом дерьме и продолжали ходить, обмораживать ноги, потом им эти ноги отрезали, и они катались на колясках. Вы знаете, даже колясок им не давали потом. Это же отдельная история. Вот я сейчас о советском мародерстве. Значит, смотрите, если вы посмотрите на Моргунова, там вот действительно этот
Гайдай, он абсолютно гениально передал эту картину, да, когда чувак подходит к инвалидке, чувак в сапогах этих же, которые, значит, отмародерены советскими извините, офицерами Красной Армии у своих водителей, у своих солдат. Вот, уже он сидит, значит, а Моргунов уже он играет, да, жулика такого отпетого. Вот, значит, жулик с таким пузом в этих сапогах, все как полагается. Никакого на фронте он не был, ничего этого не было, да. Значит, вот он подходит и разворачивает коляску, эту мотоколяску. Вот. А мотоколяски-то положены были кому? Правильно, только инвалидам. И помните, там такое, это самое, такое еще, опять-таки, кадр, такая сцена, когда эта мотоколяска перегородила дорогу на базаре, и там кто-то подходит, где там инвалид? Где этот чертов инвалид? Моргунов подходит, к нему в 2 раза больше этого чувака, который спрашивает, я инвалид. Взял эту коляску, развернул и поехал. То есть, понятное дело, что он не инвалид, что сапоги были не у инвалида, а у товарища из, скажем так, который их намародерил, но с мотоколяской тоже. Вот Гайдай тут он гениально все это передал. Ведь мотоколяски были положены исключительно кому? Правильно, исключительно инвалидам. Вы знаете, что вот эти мотоколяски, кстати, они такие, они и плохие были, они были без нормальных педалей управления. То есть они были либо с ручным управлением, да, вот, либо с управлением под одну ногу. А вот для обычных людей не было. То есть это только для инвалидов. И тут подходит чувак, который вообще ни разу не инвалид. Весом под 200 килограмм садится в это самое, будучи в американских сапогах, и уезжает. То есть тут два момента мародерства показано. Сначала сапоги, потом, соответственно, мотоколяска, которая не досталась инвалиду. А где же были советские инвалиды? Где же были вот эти деды, которые воевали? Деды воевали, вы же слышите, на каждом углу, на каждой, значит, с каждого утюга, с каждой помойки деды воевали. А деды воевалов, а их куда? А их в сумасшедшие дома. Да. Их, значит, там очень многие, 4 года в окопах, у людей психика, сами понимаете, о какой-то там психологической реабилитации смешно даже говорить, вообще об этом речь не шла. Соответственно, их на дурку отправляли. Вот. А там на тихоря потом все. Вот. Потом тех, у кого, ну, сами помните судьбу этих самоваров, так называемых, да, которые остались без рук, без ног. Их всех отправили на Белое море, на острова туда. И они там все их без еды оставили. Короче говоря, они там очень, очень быстро с ними покончили. Вот. А еще один интересный момент, значит, смотрите, зато инвалидность себе поделали фейковые ветераны. Мы всегда говорим, что вот этот парад на 9 Победобесие, на 9 мая, вот сколько его не проводили, он полностью был фейковым. Там никогда не было настоящих ветеранов. Там были ветераны, да, ветераны. Вот. Это все жулье, жулики, проходимцы, которые, значит, нацепляли на себя этих медалек каких-то, которые никогда в жизни, конечно же, не были на войне. Вот, ну, очень многие родились после войны или там во время войны, ну, то есть они даже по возрасту не подходили. Сколько мы видели таких подонков вот тут в Киеве, они подвязались на этих парадах всяких, да, я даже видео где-то цеплял на YouTube, как я там разносил одних из них. Они по возрасту чуть старше меня, может, лет на 5, но они ветераны, грудь, значит, в медалях и так далее. Было такое у меня в 21 году, по-моему, видео еще такое было. Это искать надо, короче. Не суть важно. Короче говоря, фейковые ветераны появились, целая индустрия фейковых ветеранов. Значит, настоящих ветеранов они гноили в психушках, вывозили на острова Белого моря, завозили за 101 километр, чтобы они своим видом непотребным не паскудили, значит, светлый образ советских городов. Вы много видели ветеранов безногих на колясках, вот, ну, вот, кто постарше, понятно, вот как я, например, да? Я 65-го года, соответственно, вот вы же сами прекрасно понимаете, что кое-кого еще мог бы застать. Я никогда их не видел. Никогда не видел. Вот. Но многие постарше меня, которые, да, люди, они могли их видеть, этих людей, но не видели. А где они делись? Почему этих ветеранов не было? Им же, вы вдумайтесь, государство им приготовило не только вот эти вот машинки, которые к ним не дошли, а разошлись по жуликам различным. Они просто, еще раз говорю, там не было даже системы управления для обычного автолюбителя.
Там было для этих самых, только для инвалидов, у которых были те или другие, значит, ущерб им нанесен, да, и травмы. Вот, а они разошлись сплошь по жуликам, эти автомобили в Советском Союзе. Дальше, коляски. Вы много видели ветеранов в колясках? Кто постарше, вот кому сейчас лет 70-75. А вы немного их видели. Вы в лучшем случае видели до таких, вот знаете, типа стульчика и маленькие подшипниковые колеса, да? Вот таких видели. А на хороших колясках не видели. А вы знаете, что их выдавали? Что в Советском Союзе положено было каждому ветерану по вот этой коляске. А их не давали. А знаете почему? Я вам объясняю. Их распределяли вот по таким ветеранам, как вот этот Моргунов. Да, ну, понятно, что я не хочу Моргунова обвинять в этой ситуации, он просто и сыграл роль. Ну, я имею в виду вот таких вот, да. То есть по фейковым ветеранам их распределяли, естественно, это были абсолютно здоровые люди, они у них где-то там на чердаке или еще где-то, или они их продавали на барахолках, короче, они нафиг не нужны были. Вот, то есть машины уходили фейковым, коляски уходили тоже фейковым ветеранам, а обычных их просто вот за 101 километр, с глаз долой, и они там по вонючим каким-то коммуналкам все и передохли. Вот это реальное отношение Советского Союза к своим ветеранам. То есть вот те, которые действительно были на фронте, которые были покалечены там в этих безумных атаках этого мародера Жукова, да, этого кровопийцы, и других советских горе-маршалов, значит, эти атаки эти, вот так же, как сегодня российские вот эти маршалы, кто они там, генералы. Вот. Этих они с глаз долой, из сердца вон, а все, что можно было, они взяли все, что можно было раздать, раздали, значит, мародерам, фейковым ветеранам. И вот эти фейковые ветераны шастали по парадам, вот эти фейковые ветераны пользовались магазинами специальными, такие были. Вот эти фейковые ветераны, значит, им пайки эти продовольственные, вот это все, а тем дулю с маком. Для чего это делалось? Для того, чтобы они поскорее ушли и чтобы их не было. Вот это вам победобесие. Вот это Россия и Советский Союз, и Россия. Действительно, тут она является правопреемницей Советского Союза. Это по скотскому отношению к тем, кто за нее потерял здоровье. Ну, такое чмо, как Фицо, оно, конечно же, поедет туда. Вот этот Фицо, это и есть вот это, да, как в свое время Моргунов, вот в этих вот ворованных американских сапогах.